Всем привет, друзья мои! Меня зовут Андрей, мою жену зовут Инат. Блюдо, которое мы будем делать, требует некоторого предисловия. Как-то в студии «Смака» затеялся я попытаться сделать чебуреки. Послал, как водится, специально обученного человека в магазин за тестом для чебуреков, потому что в тесте я абсолютный профан. Он принес не тесто для чебуреков, а тесто под названием фило. Я, честно говоря, впервые столкнулся с таким названием. Он мне уверил, что в магазине ему сказали, что подойдет идеально. Вот, чебуреки получились чудовищные. Но, когда все это увидела моя жена, она сказала, что это совершенно замечательный продукт. Просто его надо по-другому использовать. И вот мы сегодня, может быть, и не только сегодня, попробуем показать, что с ним можно сделать, верно? Да, на самом деле я прям была очень обрадована, когда его увидела, потому что его можно использовать много где, как для выпечки сладкой, для выпечки соленой. Но сейчас это будет яблочный пирог из яблок, самых маленьких, которые, очевидно, были в магазине. Это Антоновка. Дело в том, что для шарлотки и яблочного пирога это лучшее и, может быть, единственное правильное яблоко. Когда я был маленький, Антоновка росла вот на каждом дачном участке. Бабушки ведрами его продавали за копейки. Потом был длительный период, когда она просто исчезла. Ее нельзя было найти ни на рынке, ни в магазине. Я не понимал, что происходит. Продавались какие-то зеленые яблоки, Гольден, еще что-то такое, Семеренко. На вид они были похожи на Антоновку, но они не обладали тем ароматом, которым обладает вот это яблоко. И вдруг я пришел в магазин, и в гастрономическом отделе увидел гору Антоновки. Я не поверил. Вот тут же было куплено. Но ты понимаешь, когда эта Антоновка выросла, учитывая, какой месяц сейчас? Да, они, конечно, позднеосенние. Антоновка поздно. Конечно. Зреет поздно. Ну, смотри, вот это уже прекрасно. Вот я сейчас не помню, а шарлотку тоже чистят яблоки? Или просто режут на дольки? Ну, вообще лучше чистить. Но это, опять-таки, зависит от яблок. От того, если это яблоко с твоего собственного дерева, только что собранное, то можно и не чистить. А это если это яблоко там условно год хранилось. То есть у тебя на дереве шкурка потоньше, да? Нет, это не про тоньше, это про то, что эта шкурка в себя вобрала, пока она ждала своего часа. Вобрала? Вобрала. Так вот я тебе скажу, что сегодня высокотехничное яблокохранилище устроено так, что, во-первых, яблоки обрабатывают специальным газом. Именно поэтому я предпочитаю их чистить. Снаружи, не внутри. Да, именно поэтому я их предпочитаю чистить. А во-вторых, покрывают тонким слоем воска. Именно поэтому я их предпочитаю чистить. Спорить с ней невозможно. А зачем со мной спорить? Ты ровно подтвердил все мои аргументы, мне даже их называть не пришлось. Можно брать груши, можно, например, брать землянику. Вообще пирог, который мы собираемся делать, можно делать с любыми фруктами. Не сильно текучими, да? Не клубникой, например. А можно также делать с соленым сыром. Это очень вкусно. Ты знаешь, в чем моя ценность? Вот неоспоримая, да? Я никогда не берусь за то, что я делаю вот... Да, я заметила, что ты даже не предложил мне свою помощь. Нет, в этом смысле. Конечно, зачем? Так. Но ты можешь, например, их нарезать мелкими кубиками. Хочешь? Ну, если это настолько необходимо, давай. Нет, но это будет необходимо в любом случае, просто чтобы как-то это... Давай. Синхронизировать процесс. Кубиками, не очень мелкими, не крупными. Не очень мелкими, не очень кубиками. Средними. Я тебе сейчас покажу. Ты должна утвердить масштабирование. Да, вполне. Не крупнее. Так, готовим начинку. Верно? Ну да. Нарезали мы яблоки. Нам понадобится сливочное масло. Так. Корица. Лимон. Нет? Лимон, корица, имбирь. Угу. Так. А можно использовать, например, свежий имбирь? Знаешь, можно, но мне кажется, что конкретно в данном случае сушеный имбирь удобнее, потому что ты не хочешь крупные кусочки имбиря в пироге, но мы хотим его совсем немного, такой легкой ноткой. Окей. Если свежий имбирь, он будет слишком доминантным. Щедро, не жалея масла. Ну, это разве щедро? Ну, подожди, у нас же не масляный пирог все-таки.
А еще небольшим кусочком масла, пока суть до дела, мы смазываем формочку. В данном случае это Pyrex, но может быть и керамика, любая другая форма, неважно. Но идея в том, чтобы этот пирог потом нам из нее не нужно было вынимать. То есть изначально выбираете формочку, в которой вы его будете подавать. То есть, чтобы он прилип так, что Он не уже прилипает. Нет, делайте все правильно, он не прилипнет, но он же будет очень красиво из нее выступать, поэтому его не нужно будет доставать. Кидаем яблоки. И да, кидаем яблоки, и они у нас будут пассероваться постепенно. Не очень долго, но до мягкости, до первой мягкости. Яблоки у вас, гражданочка, не первой мягкости. Яблоки могут быть первой мягкости. Да? Первой, Одной же а единственной. наша последняя. Да. Корица. Щедро. И сушеный Вот молотый интересно, имбирь. вот согласись все-таки, что Так. сушеный имбирь, он не совсем так пахнет, как свежий. Он Ты меняется знаешь, в запахе. Он пахнет по-другому. То есть я Да. бы не сравнивала. Это лимонный сок. И сейчас я хочу немного мелких кубиков цедры. Вот яблоки впитали сейчас все масло. Да? Очень хорошо. Так и должно быть. И наша цедра. Так, хорошо. Пока у нас томятся наши яблоки, мы можем заняться самым красивым. Тесто фило собой представляет такие тончайшие листья. Собственно, оно и называется у нас такими, ну как, листья можно называть. И это очень тонкое тесто. Очень легко рвущиеся. Да, вот прям как бумажка. Такая папиросная бумага. Знаешь, как его делают дома, если в домашних условиях Нет. ты хочешь сделать нечто подобное для вот сигары, которую мы будем делать еще сегодня и далее. Сковорода греется, сверху еще одна, дном наверх, вот так. Делаешь тесто, очень жидкое, как блинное. Можно и внутри сковороды, но снаружи удобнее. И вот так намазываешь его, оно печется там буквально полминуты, и потом ты его снимаешь. Вот как оно снимается, не Вот рвясь. снимается, да. Без Представь масла, без себе. всякого. Да, просто сверху намазал, снял. А можно и вниз, но просто так сложнее более тонкую его линию сделать. Что у нас здесь? У нас есть формочка, так? У нас есть тесто. Так. В общем, мы его выкладываем в нее. Что в этом способе хорошо? Мы не обязаны следовать никакой точной структуре. Наоборот, чем у нас больше будет всего торчать, тем результат будет у нас краше. Интереснее, да. Именно поэтому я не хотела, чтобы мы его вынимали из формочки. Потому что вот оно как раз вот даст такой очень красивый внешний вид. Вот так. Начинку мы кладем в нашу форму. Видишь, иногда ошибки приводят к каким потрясающим результатам. Да. То есть вот если бы тогда вот этот взмах крыла бабочки, да, не было бы куплено неправильное тесто, мы бы не вернулись Я в бы сделал слезах прекрасные домой. чебуреки. Ну подожди, ладно, чебуреки, но мы бы не вернулись все в слезах домой. И не пришла бы мысль в голову, не испечь ли нам яблочный пирог. Вот Я вот сейчас думаю несколько о другом. о чем. У мужчины есть замечательное свойство. Он может увлеченно и качественно делать что-либо. Но как только он видит, что рядом с ним появляется человек, который не менее увлеченно и качественно это делает, он с легкостью прекращает этим заниматься. Ну ты не из таких. Я из таких. Ты не из таких, Я любовь из моя. таких. Ты бьешься до последнего, как лев. Все. А красоту? И сверху, да. И дальше красота. Надо взять этот кусочек теста и вот так его немножечко разорвать. И затем мы выкладываем его поверх нашего пирога. Страшно нарядная вещь в конечном итоге получается. Все, готово. Неси И в теперь духовку. отправляем это в духовку. Я вернусь. Понятно. Обязательно вернусь. Вот наш пирог и готов. Достаем его из духовки. Конечно, он горячий, но не страшно. Рук у нас много, в конце концов. Пойдем пробовать.
А вот и он, и добрый человек с зонтом. На улице у нас дождь, пирог мы решили есть на улице, под дождем, потому что свежее и красивее. Сейчас мы его будем резать. Пахнет он умопомрачительно. Горячий. Вход ее предвещался колокольным звоном. Слушай, ну это ж красотища, смотри какая. Звук-то, а? Буратино вспоминаешь. Так, побольше кусочки. Урод, да? Нет, почему? Нормально. Здесь я могу сказать, что удивительно тонкая фишка заключается в том, что тесто это, фило, оно само по себе солоноватое. А яблочный пирог с корицей сладкий. И вот сочетание кислой антоновки, сладкого пирога и солоноватого теста дает то самое божественное, чем я не устаю восхищаться в жизни. Сверху бы еще шарик мороженого. И было бы просто Вот рядышком, идеально. да, мороженое бы пошло. Пока он еще теплый, Пока он и теплый. горячий. А когда он остынет, Да. мороженое уже не обязательно. Абсолютно наркотическая вещь. Можно ее вот так вот есть и есть, как чипсы такие. Чем мы сейчас и будем заниматься. А вам, ребята, до свидания. Спасибо.